ЧК ПАО Redneck Fuel Company. Нефть! Мы нашли нефть! Здрасте, с вами Даня Крастер, и прежде чем мы перейдем к основной теме видео, позвольте мне закончить эксперимент по квантовой трансфокации, поскольку все это дерьмо уже лежит на столе. Так, здесь осталось включить микроволновку. Так, работает. Ха-ха! Раз, два, три! Дань? Дань? Парни! Парни! Что делать-то будем? Может, распечатаем его по новой. Пойдет. Здрасте, с вами Даня Крастер. И знаете что? Вот сколько надо для образования нефти? По-моему, несколько миллионов лет и адские давления. Но на самом деле на свалке в данный момент образовывается нефть. Потому что мусор — это новая нефть. И ее можно получить. Как? Пиролизом. И сегодня мы с вами это докажем. Каждый день мы производим тонны мусора. Пластик, резина, органика. Это занимает дохуище место, отравляет землю и десятилетиями не хочет разлагаться. Но что если посмотреть на мусор как на ресурс, а не на проблему? Знакомься. Пиролиз. В переводе с древнегреческого «разлагаю огнем». И это не просто сжигание, это нагрев в огромной скороварке без доступа кислорода, в которой молекулы материала сходят с ума от жары и распадаются на всякие ништяки. На выходе получаем три ценных вещи: пиролизное масло, горючий газ и углеродный неистлевший остаток, который можно использовать, например, в угольных фильтрах и еще много где. Короче, словосочетание «безотходное производство» ложится сюда идеально. В качестве сырья подойдет все, где есть углерод. Старые покрышки, масла, пластик, древесина, да хоть куриный помет. Мы даже нарыли видос с пиролизом сушеной рыбы. Это я нашел находочку. К пиву. Совсем крыша поехала, она тут висит уже 20 лет, наверное, эта таранка. Сейчас всю собираю в пакет, и я ее обязательно перегоню через пиролизный аппарат. 3,940, почти 4 килограмма. Эх, жалко, столько таранки испортил. Но сегодня нас интересует король переработки — автомобильная шина. В ней столько энергии, что хватит, чтобы привести в движение ту же тачку, с которой она слезла. Но обо всем по порядку. Ну а для того, чтобы перейти к полномасштабным тестам, давайте проверим все в маленьком объеме, как разрушители завещали. Да и вообще мы убедимся, что оно хотя бы работает. Процесс пиролиза можно применить к достаточно разному типу мусора, потому что все можно практически разложить с помощью температуры высокой, но мы сейчас будем делать это с древесной щепой для копчения. Вот столько загрузим и будем поджигать.
Будем нагревать саму пробирку, а вверх ее будем немного подзатыкать, чтобы у нас пар достаточно сильно образовывался. Ну, примерно типа того. Заткнули. О! Как только мы начали нагревать древесину, первое, что у нас начинает испаряться, это водяной пар вместе с очень сильно летучими фракциями. Я постараюсь их здесь собрать, но мне кажется, вряд ли у нас что-то получится. Так, это минус. Сразу после того, как у нас температура достигает примерно 400 градусов, начинают испаряться менее летучие, то есть средне-тяжелые всякие фракции углеводородов, которые можно сконденсировать и преобразовать, ну как преобразовать, просто собрать в виде какого-то вот этого вот масла, то ли дизельного какого-то топлива, то ли бензина, ну короче вот это роднечки топлива у нас будет получаться. Интересно, если сверху поджечь, будет гореть? При желании эти пиролизные газы можно сжигать, потому что в составе не только горючие всякие углеводороды, но еще и газ образуется, который очень сильно горит. И его, что самое интересное, можно отводить и подавать на... На что нахуй? На элемент нагрева, блядь, питания. Что ты доебался до меня, блядь? Как будто к профессору пришел, пиздец. Я вообще, сука, кастет в гараже пилил. Отъебись от меня. Они начинают. Тут проебал теории, там кванты не досчитал. Я просто роднечего бензина хочу собрать. В конце концов, ну что такое? Ну вот, как вы можете заметить, что-то у нас там прогорело. Если дольше этот процесс проводить, то у нас в теории сгорит вообще все, кроме углерода, потому что он не окислится кислородом до углекислого газа и не превратится в пепел, все, что не может окислиться. У нас останется чистый углерод без поступления туда воздуха. Это нам и нужно. А все остальное, что вылетит, мы в итоге соберем в пиролизной установке, которую, кстати, надо сделать, потому что покрышки с ближайшей свалки мы уже нашли. А я вам напоминаю, что наш мерч можете купить по ссылке в описании. Например, футболки суперплотные из хлопка с принтом, сделанным шелкографией от художника панковских клипов. Не менее охуительные худаки с премиальной вышивкой, которая переживет хрен знает сколько стирок. Она вообще вечная, притом ткань настолько плотная, что весит он в районе килограмма. Мерч получился настолько качественный, что это не просто поддержка нас, это реально охуительная вещь сама по себе. Брелочки из нержавеющей стали, они вообще вечные. Нашивки 5,7 сантиметров на клею и на велкро-липучке. Наша фирменная разработка. Карандаши разметочные, столярные, строительные, с линеечкой. Их можно использовать как штангенциркуль. Также мы добавили товары со старым лого, носочки из 100% хлопка и эмалированные кружки с нанесением горячей деколью. Ты ее хрен чем сотрешь, только скалывать. Не упусти свой шанс зацепить. Если в самогоноварении установка довольно хрупкая, стекла, там колбы всякие, химический холодос, то в случае с пиролизом все чуть серьезнее. Только металл, сварка и водопроводные фитинги. Начнем с холодоса, а дальше будем обвешивать его остальными узлами. От классического химического холодильника наш металлический ничем отличаться по сути не будет. Это все та же труба внутри другой трубы, через которую протекает вода и охлаждает все, что течет в первой. Главное не перепутать углы наклона, чтобы конденсированная жижа сама стекала по трубе в продуктово-сборочные баки. Сделали их 3 штуки, чтобы можно было отбирать продукт на разных этапах охлаждения. Потом посмотрим, чем они отличаются и можно ли хоть из какой-то получить топливо. Еще, кстати, вся эта байда должна быть полностью герметична, иначе мы либо будем терять драгоценный газ от покрышек, либо вода будет ссать во все стороны. Ну, это уже не так страшно. Кто бы мог подумать, что подготовить резину оказалось одной из главных сложностей. В некоторых местах покрышки спрятан прочный металлический корд, который добавляет резине жесткости. Если разрезать покрышку вдоль борта не проблема, то вот в районе протектора это уже задачка для специнструмента. А пока Гриша... Пойдем у Григория попросим распечатанную штуку, которую... Григория, да? Пойдем у Григория попросим. Рвутся, блядь. Вся шутка в том, что он Георгий, а я постоянно, блядь, заговариваюсь. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня.
пока Гриша старательно шинкует резину, хочется респектнуть бабкам, которые простыми ножницами делают лебедей себе на огород. В качестве основной камеры сгорания, естественно, взяли баллон. От огнетушителя оказался маловат, так что в этот раз будет от пропана. Взяли сразу новый, потому что от БУ Вариков он отличался в цене всего на пятихатку. А опустошать старые баллоны перед распилом — это та еще возня. И вонь стоит несусветная, и ёбать может, если начнешь вскрывать раньше времени. Короче, не лучшая комбо для сохранения здоровья. Для полноты картины греть наш реактор будем в классической деревенской бочке. Нам только нужно ее немного модернизировать. Добавить отверстие для бака и присобачить трубу. А для герметичности реактора нужны добротные такие фланцы, чтобы ни один углеводород, мать его, не съебался с наших экспериментов. А перед выездом осталось зафиксировать вес топлива, которое будем перегонять. Нехило так получилось, 17 килограмм. Вот и узнаем, сколько литров бодяги нам удастся с этого собрать. Я же говорил, ты не человек. Сука. Ну-ка, сделай чуть булю-булю. Булю-булю сделай. А почему у Сани так плохо? Булю-булю нормально сделай. Погоди, а что ты делаешь, что у него звук другой на конце? Ну, сразу видно, кто работает. Опять встал. А со шлангом что? Со шлангом все нормально. Пошла вода! Чтобы наша дойная коровка дала нам топливо, ее надо накормить особым субстратом. Это покрышки резаные, как мы и обещали. 15 килограмм свежих, вкуснейших, отработанных шин. Куда их девать иначе, правильно? Закрываем наш реактор. Один болт уже сорвали. Ну, я думаю, реднечи технологии на 3 тоже поработают. Нормально. Нефть! Мы нашли нефть! Вот вы сколько ее напи***ли туда, она столько и вышла, пока ты держал вверх. Но он не тянет. Видно, что не тянет. Работа вся эта фигня у нас будет на дровах. Сейчас будем делать первую закладку, раздувать, разжигать. И когда пойдут пиролизные газы, мы их тоже будем собирать, прогонять через контур и возвращать через вот эту вот трубку, дожигая, короче, она сама себя будет распаливать. Это клево. Где топливо? Надо мальца подлить. Процесс пиролиза еще не начался, но в целом установка уже запущена. И давайте еще раз пробежимся по ней, посмотрим, из чего она состоит. По большому счету, это тоже самогонный аппарат. Здесь у нас находится реактор, куда мы добавили резаные покрышки, и туда можно складывать любые вообще отходы резины какой-нибудь, пластика того же самого, в зависимости от того, что вы хотите получить на выходе и сколько у вас отходов есть, которые можно использовать. Самое прикольное то, что мы получаем сразу 5 продуктов.
на выходе, если даже не больше. Даже после того, как мы изымем из них всю душу, которая полетит по шлангу, и мы ее дальше соберем и отделим, у нас останется металл из металлического корда. И вот эти вот огарки, которые остаются после шин, это на самом деле достаточно качественный углерод. Ну, типа не чистый, но его можно перемолоть и использовать в композитных материалах. Вот эта штука, по большому счету, просто буржуйка, блин. Обычная печка, куда мы вставили внутрь сам реактор. Мы приделали к ней трубу повыше, можно еще повыше задрать на самом деле, чтобы была лучше тяга. Все элементы, которые мы будем перегонять, уходят у нас по шлангу, и пойдем дальше смотреть, что происходит. Вся вот эта вот большая страшная байда, по большому счету, простейший холодильник, куда вот здесь у нас поступает охлаждающая жидкость. Кстати, по идее, она же должна в обратную сторону поступать. Какого хера мы так сделали, история умалчивает. Но тем не менее, у нас будет проходить газ вот здесь, вот здесь, вот здесь. Как только он дойдет до вот этой вот части, у нас есть первый узел отбора, точно так же, как мы делали на ректификационной колонне. То есть, по большому счету, это некоторое подобие ректификационной колонны и змеевика, простейшего самогонного аппарата, который мы совместили вместе. Здесь будут скапливаться всякие тяжелые фракции, которые включают в себя мазут и всякие углеводороды. Вот здесь у нас будет смесь чего-то непонятного между легкими летучими растворителями и мазутом. Прошли еще колено и идем дальше. И вот здесь то, что мы ищем в данный момент, а именно высокооктановое, хочется сказать, но на самом деле это просто будет летучая, горючая субстанция, которую мы попытаемся использовать. И по секрету скажу, если вы достаточно поставите лайков, мы ее потом перегоним и еще раз делим в ректификационной колонне. Мы ее будем собирать и посмотрим, что она из себя представляет. Дальше у нас просто пошел шланг, чтобы уходила вода. И самое интересное, то, о чем я уже говорил, мы отбираем газ. То есть газ мы не можем сконденсировать, получить в жидком виде, поэтому мы пускаем его в обратку, в топку, чтобы он еще больше питал жаром всю нашу установку, и конденсация происходила еще богаче. У нас пошел первый газ. Скорее всего, это испарение просто влаги, ну, то есть пар обычный водяной. Но, тем не менее, он поступает через вот эту трубку. Здесь у нас обратный клапан, чтобы у нас не произошел обратный хлопок и вся система не вспыхнула изнутри. Вода — это важно. Будем надеяться, что даже при обратном хлопке банка выдержит. Ну и дальше он уходит обратно в топку, как я уже говорил. Блин, самое прикольное то, что мы вроде перерабатываем такую грязную при сжигании штуку, как покрышки, но в итоге все у нас замкнуто и собирается по 3 фракциям, так что выбросов вообще никаких. Даже газ, который выделяется, мы пускаем в обратку, а весь дым, который вы видите, это для тех, кто пи***т о том, что выехали эксперимент свои грязные снимать. У нас горят обычные, чистые, экологичные, натуральные дрова. И фактически даже вот этот вот газ, который выходит от этих дров, можно тоже собирать. Но нужна вторая установка и вторая печка. Для нее еще нужна установка, и еще печка, и еще установка, и еще печка. Процесс пошел, банка булькает как не в себя, и из этой трубки уже фигачит пиролизный газ, который обогащает нашу топку. Экономия. Что у нас тут накопилось в первом нашем резервуаре? Ну, судя по всему, конденсат воды. Фу, блядь. Я даже не знаю, на что похоже по запаху. Какая-то, как будто сигаретный фильтр, вымоченный в пиве прогоркшем. О, там нормально, кстати, накапало. Сейчас мы еще средний сюда же сольем. То есть весь отстой у нас из 2 этих емкостей будет сливаться в одну. И то, что мы будем отбирать вот с этого, будем сливать в отдельную. Гош, нюхни.
Простейший вариант пиролиза можно осуществить в закрытой емкости без доступа кислорода. Здесь у нас находится... Кто это такие? Березовые дровишки. Закрываем. Здесь у нас отверстие обязательно, чтобы выходил газ. Иначе все это дело расширится и бабахнет. Ставим на огонь и дожидаемся, пока это все дело прогорит. Огня больше нет. Затыкаем дырочку, ждем. То, что там получится, мы применим для мангала, чтобы сделать шашлыки. Абсолютно безотходное производство. Давайте смотреть, что у нас получилось в попытке добыть уголь древнечеловеческим методом. Первоклассный. Пойдемте мангал его закинем. Она тепленькая и пахнет, кстати, прям вот бензином ебаным. С огнем еще рядом все это, я что-то очкую. На запах смотри. На что похоже? Я просто в жопе поковырял. Ну вот из двух, резервуаров у нас набралось, при том, что вот это все, скорее всего, судя по цвету, сера. В принципе, ее, наверное, можно как-то химически потом очистить, отделить и еще раз вулканизировать какую-нибудь сырую резину. Одни выгоды! И самое интересное, что у нас получается в третьем резервуаре, потому что до этого в нем вообще ничего не было. О! Чистейшая фракция! Но ее совсем чуть-чуть. Ну-ка, что у нас по запаху? Букет. Мишлен. Шины. Блевотина такая же на самом деле. Прокисшей брагой пахнет. А мы точно все правильно сделали? А ближайший фикс-прайс не подскажете где? Да. Спасибо. Хочешь сказать, что это уже вторая банка заполняется? Да, это уже вторая. Ну тогда скажи, что это вторая банка заполняется. Это уже вторая банка заполняется. Первая уже заполнилась. Так, со второй ступени. Охуеть. Очень быстро. И здесь вообще 3 капли. А какой смысл нам отсекать на 3 колена все это? Потом все равно будем вместе все перегонять. Мне кажется, прям вот эту хуйню можно заряжать в масло. Ну, в смысле, в масляную лампу. И она будет гореть. Но он погуще, чем последний. Третья вообще пустая, 40 минут она фигачила. В этой много, во второй чуть, в третьей вообще пусто. Придется все смешивать вместе. О, зацени. Здесь с первого и с второго смешано. Вполне себе средневековый факел постапокалиптический. Горит. Что-то получается уже. Ну,
что, мы 5 литров барматухи какой-то набрали и решили дожечь все в экстренном ускоренном порядке, чтобы получить меньше жижи, больше газа, который выйдет насквозь, и в сухом остатке недвусмысленно углерод. Hello, dear! Check up our Redneck Fuel Company! Ну, давайте заценим, что там по газу. Практически вообще перестал вырабатываться, то есть если сравнивать с тем факелом, который был. Вот, я его даже в сторону отложу. Обратите внимание на банку, где все булькало. Редкие бульки с большими перерывами, это значит, что давление там практически перестает нагнетаться. Соответственно, мы ждем еще 5 минут, разбираем всю эту историю и смотрим, что у нас внутри. О-хо-хо! Баня! Одни плюсы. Блин, я надеюсь, в сам реактор не до хера попало. Он горячий, пиздец. Когда я сказал, что хотел зарядить в дымоход, я не это имел в виду. Запахи что-то между копчением и железной дорогой в итоге. О, да. Не сказать, чтобы сильно воняет каким-то попкорном вообще горелым, да, это с сожженным арахисом. Ну-ка, что у нас внутри? О, это же чистейший углерод, который мы получили. Запаха, кстати, реально практически нет. Эту штуку мы перемалываем, у нас получается примерно 2 килограмма чистого углерода. Плюс железный корд, который можно сдать. И 6 литров первоклассного переработанного покрышечного топлива. И грамм 50 особо очищенного с 3-й ступени, который мы сейчас проверим, горит он вообще или нет. Ах, вязкое стало. Воняет, блядь. И мы с вами получили топливо. Пока горит только фитиль. Ух ты ж, ёб твою, как это дерьмо коптит. Просто кошмар. Но, тем не менее... Дополнительный углерод вылетает. Я поздравляю вас с этой очередной технологической победой. С вами был Даник Растер, лаборатория БНБ. Вы прекрасны. Спасибо за подписку, за лайк. А мы пошли придумывать, что в следующий раз еще можно будет преобразить из материалов. А может быть, из энергии? Кто здесь?